Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит сегодня вас ждет новая пятерка отелей. Ну а для начала мы хотим поздравить нашего победителя. Вот его комментарий. Напоминаю, что вы выиграли 2 прохода в бизнес-лаунж. Ну а все остальные также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии, по которым мы и разыграем уже на следующей неделе проходы в бизнес-зал. А мы отправляемся в славный город Бангкок, где проходит праздник Санкран. Ну что, савадипи май! Счастливого тайского Нового года! Сегодня мы отправляемся в такие отели, как Baron Residence Бангкок, Somerset Sukhumvit 71 Бангкок, Aravana Regency Park Sukhumvit, Red Planet Бангкок Суравонг и Sensation The Residence. Ну что, погнали? И встретил нас Бангкок Baron Residence. Похоже, отель у нас уже был в обзоре. Находится в той же локации, район Лат Прау, немножко в удалении от центра, но очень удобно расположен. В пешей доступности находится лодочка до Central World. Это центр с Бангкока. Да, это наш любимый, в принципе, район, где мы часто останавливаемся. Довольно удобная локация, откуда можно добраться в разные части города, особенно в центр, куда мы чаще всего и ездим. На лодочке сел, без пробок доехал до Central World. Рядом открыли также новые станции метро, или автобус также можно добраться. Очень удобно и по ценовой политике. Отельчик, в принципе, неоднозначный по отзывам. Довольно много негативных отзывов, что очень грязные номера, старые ремонты. Но мы в очередной раз убедились, что реновация творит чудеса. Мы приехали, все чисто, цивильно, подкрашено. Да, все старенькое, да, как-то хочется что-то поинтереснее, но в принципе за такие деньги в Бангкоке снять что-то более-менее новое довольно проблематично. Там цена от 50 до долларов начинается за более новое, комфортное. Здесь, соответственно, нас встречает лобби, 2 корпуса А и Б. Нас поселили с видом на каналы и на монорельс как раз. Речку Ваничку. Ну, официально это канал, а неофициально это речка Ваничка, откуда такая кикимора. Все было довольно комфортно, есть спортзал и были завтраки. Первый день по меню, как я понял, потому что народу было не очень. Второй день шведский стол. В принципе, можно даже наесться. Довольно неплохие завтраки за такую стоимость. Плюс в этом отеле мы, так сказать, пережили землетрясение. На самом деле мы там жили и ушли в центр. И вернулись, в принципе, нас сразу в отель в номер пустили. То есть мы не ожидали на улице, но все тоже ходили такие волнения. Ну что, давай оценим этот отель. А что скажешь? Расположение удаленное от центра, но есть рядом лодочка до центра. Также монорельс, если вы опоздали на лодочку, которая до 6 часов ходит. И автобус. В принципе, даже по расположению я могу 8 этому отелю поставить. Я тоже оставлю 8, потому что, реально хорошо. Чисто было, последняя чистая, матрасы удобные. Вид у нас из окна был хороший, рядышком Лотте, Топс, 7-Eleven. Лотус. Мы уже переехали в Таиланд. Хорошо. Рядышком Лотус, Топс и 7-Eleven. И также торговый центр Банкапи Молл и Макро. Перемещаемся мы в Somerset Sukhumvit 71. Ну что, дорого, богато. Вот сэкономленные деньги на предыдущем отеле потратили сюда. На самом деле, вообще, этот отель мы забронировали бесплатно, благодаря тому, что мы заработали бонусы и бронировали через, кстати, наше приложение. Вы можете забронировать отель, поскольку в трипе, которое в него встроено, там баллы тоже копятся. Заходите, бронируете и прекрасно пробуете время. Продолжаем. Да, трипкоины творят чудеса. Копите, зарабатывайте, пишите отзывы. Тоже много неоднозначных отзывов на всех системах, Google картах и так далее. Потому что отель недавно сменил название. Открыли, точнее, 2 месяца назад. Так что все новое, все чистое, все прям уложено. Бассейн шикарный. Вид отличный. В принципе, очень комфортно. Просторный номер, эргономичный, то есть все так расставлено хорошо. И спать было комфортно, и ванная комната тоже приятная очень. Спортзал был довольно удобный, и все там было, в принципе, для занятия спортом. Да, то есть номера сами по себе есть разные категории. Это больше как апарт-отель, просторные большие номера. Рядом есть лодочка, 10 минут пешком. Рядом есть Аэроэкспресс, тоже можно 3 станции в центре, либо также уехать в аэропорт. В пешей доступности от вас
автобусная остановка, автобусы, электробусы, и вы в любой точке Бангкока. Все очень удобно. Завтраки тоже разнообразные, но прям не супер разнообразные, но с Виргикон были. И это хорошо. Проходят они на крыше с прекрасным панорамным видом, где мы снимали предыдущий выпуск. Я оценю этот отель на 10. Я оценю на 9, потому что немножко расположение далековато от А центра. я с тобой абсолютно не соглашусь, потому что здесь именно тишина и комфорт. Нету вот этого дыш-дыш-дыш, который будет на Сукумвите, станция Нано, там все. Вот многие приезжают в Бангкок и не ожидая, что здесь однокамерные стеклопакеты в простых отелях. Там, вот мы жили в Red Radisson, там закрываешь окно и какой-то в барокамере оказываешься, потому что там очень хорошая шумоизоляция, что и входной двери, что и балкона. А здесь мне все-таки кажется очень такая тишина, спокойствие, отдых. Окей. Я поставлю все равно 9. Не соглашусь с тобой, я все-таки 10 поставил. Хорошо. И мы перемещаемся в Аравана Редженси Парк Сукумвит. Вход сбоку. Вроде кажется какой-то маленький отель, заходишь, а там огромный атриум, номера по кругу в тайском стиле, красивые статуи, растения. И, в принципе, очень располагает. Несмотря на то, что тоже много негативных отзывов. Но мы в очередной раз убедились, что у нас все было цивильно, красиво. Да, старенький отель, да, такой тай-стайл, но мне очень понравилось, несмотря на то, что ванна была вытертая прям. Надо менять либо покрытие, либо саму ванну. Да, здесь ремонт проводится, видно, но мебель местами прям требует замены. Мне кажется, здесь следят, но не до такой степени, чтобы прям супер был. Завтраки скудненькие, это больше индусский отель, так что очень много гостей из Индии здесь останавливаются. Хорошая локация, то, что рядом торговый центр, пешочком можно добраться до центра World, буквально там минут, наверное, 30-20, да? Да. Ты- Или станция BTS в любой части. Да, очень прям удобно. А постельная свежая, чисто, Это было комфортно. комфортно, кондиционер работает, когда ты заходишь. Поэтому прям, ну, мне понравилось. Единственное, завтраки минус и, ну, такой немножко старенький стайл. Но есть, А так, неплохо. есть одно но, которое может перекрыть это наличие сауны и бассейна на крыше. Еще спортзала. Сейчас спортзала. И, в принципе, все было довольно достойно. Я все лично проверил, но в сауну не ходил, просто заглянул. Так что галочки ставим, себе помечаем, а бронируем где? По ссылке в описании или в нашем приложении. Вот QR-код. Я снижу за завтраки и за вытертую ванну поставлю 8 баллов. Я соглашусь, 8 баллов достоин этот отель, плюс локация. И мы перемещаемся в Red Planet Bangkok Суравонг. Это сетевой отель, мы уже были в Red Planet Паттайя. У нас был трэш, ужасы отеля у нас было. А здесь как раз обратная сторона. В чем прелесть, когда отель содержится в нормальном состоянии, за ним ухаживают, подкрашивают. Ну, смотри, давай оговоримся. В Паттайе была проблема просто с водой, поэтому он... Начнем с того, что с водой. Потом вот этот доисторический кондиционер, который вставлен в стену. Вот это вот в 90-е, да, мое детство. И вот это вот стены какие-то обшарпанные, все какое-то непонятное. А здесь прям видно. Я в этом отеле был просто в гостях 2 года назад, и ничего не поменялось. Все как было в идеальном состоянии, так все и осталось. Хороший отель, правда, бассейна нет, спортзала нет. Этот отель позиционирует вообще себя как место для сна, хорошие матрасы. Ты приходишь после бурной тусовки, он находится в тусовочном месте, то есть на Силове. Приходишь на отличных матрасах из 5-звездочных отелей, прекрасно засыпаешь. Тебе для сна ничего не надо. Квадратов 12, наверное, номер. У тебя кровать, душ. Шкафа нету, столик есть, мини-бар. Да, в этом, кстати, есть столик довольно удобно, потому что вот в предыдущем у нас да, было, то есть здесь прям комфортно даже посидеть, поработать. Интернет был хороший. Да, даже сейф есть, чайник есть, нету бутилированной воды, но у вас 7-Eleven на 1 этаже. Я поставлю здесь 8, твердую 8, за то, что прям хороший отель, и с удовольствием там еще остановлюсь. И если понадобится, так выбираю всегда новые отели для того, чтобы вам дарить новый контент. А я превращу твою 8 в 9.
потому что отель мне понравился. И завершаем мы сегодняшнее путешествие в Бангкоку Zensation The Residence. Это апарт-комплекс, который сдает посуточно свои апартаменты через разные системы бронирования, а мы бронировали через наше приложение по QR-коду. Вы можете скачать его пока только на Android, но в будущем будет на iOS. Если вы хотите, можете по нашему сайту перейти по ссылочке в описании, ну или на fly.pickupravel.com, заходите, там тоже найдете данный отель. А также в нашем телеграм-канале мы публикуем интересные авиабилеты, в том числе вы узнаете, как съездить в Таиланд за 27 450 рублей на 5 или 7 дней. Отель нас встречает в комфортном лобби, все чисто, красиво, бело, кондиционер работает, комфортно. Отлично, что есть спортзал, онсон и джакузи, особенно вечером, когда открывается отличный вид на город, у тебя подсветка, у тебя пузырики, ты сидишь, расслабляешься. Это онсон, поэтому вода в джакузи тепленькая, даже местами горячая, но очень прям зачет. Поэтому, если хотите выбирать отель с приятной обстановкой, жить как в квартире, то прям хорошо. Есть стиральная машинка, поэтому можете закинуть вещи, постирать, что мы, в принципе, и сделали. Довольно быстро все сохло, даже на улице, особенно когда поставишь напротив контюра, все быстро сохнет. Да, такая была сушильная машина на минималках, максималках. Очень удобно, что есть кухни, есть основные виды посуды, это сковородка, кастрюля, тарелки. Расположен он в 10 минутах от станции надземного метро BTS. Также в пешей доступности система БРТ, это автобусная сеть метро. В принципе, до любой локации вы можете добраться. У нас до аэропорта ровно час за него, даже чуть меньше, минут 50. Ну что, оценим отель? Я бы здесь поставил твердую 10. Мне прям вот все зашло. Я 4 раза стирал вещи, я приготовил еду, мне комфортно очень было. Я несколько раз ходил даже в магазин, потом рядом в пешей доступности есть макро кэш and carry. Мне прям вот зашло, и даже мы пешком до Силома ходили. Не, прям вот реально. Вот знаете, как вот есть 5-звездочные отели, в которых супер комфортно, а есть апартаменты, в которых прям вот кайф. Мне все понравилось здесь. И администраторы были, и вот онсон, и все вот из мелочей как-то все сложено. Я здесь 9 поставлю. Реально хороший отель для того, чтобы остановиться, либо сделать остановку, чтобы постирать вещи. А мы голосуем за 10, да? А мы переходим в топ-5 отелей. Составляем рейтинг. На первом месте у меня будет 10, это Zensation The Residence. Потом я поставлю Somerset Sukhumvit 71. На третьем месте Red Planet Bangkok Surawang. Потом у меня будет Aravana Regency Park Sukhumvit. И завершает Barona Residence Bangkok. В принципе, все отели были на достойном уровне, но мне удалось составить рейтинг вот таким образом. А я на первое место поставлю Somerset, поскольку это гораздо лучше в плане того, что завтраки есть, и у тебя бар на крыше есть. Потом как раз Zensation. Это хорошее место в центре города, можно сказать, почти в центре города. Далековато, но хорошо. Затем в рейтинге я поставлю Aravana на третье место, потому что тоже хорошая отель, хорошая локация. Да, завтраки скудноваты, но в принципе у тебя есть сауна, которая какой-то добавит балл. Затем идет Red. Тоже локация хорошая, нет ничего лишнего, все достойно, и завершит Барон. Поехали в нашу недельку. Можно, в принципе, поехать так, как мы поехали, но я поеду по-другому немножко. На первом месте у меня, конечно, будет Red Planet. Почему? Потому что от него можно дойти и в Королевский дворец, и храм лежащего Будды, для Кичоу, Прайда и Консяма. Дальше я поеду в Aravana Regency, это тусовочное место, рядом терминал 21, много баров, клубов, знаменитая Сой Ковбой, где собираются ковбои Бангкока, докуда, правда, мы так и не дошли еще. Дальше я бы переехал бы в Somerset, как раз Sukhumvit. Потом у меня был бы Барон. И закончил я в Zensation, несмотря на то, что мы привыкли вставлять апартаменты со стиральной машины в середине, чтобы постирать вещи. У меня как-то получилось все в конце. Именно таким образом я провел бы эту недельку в данных отелях в Бангкоке. Я с собой соглашусь, хороший выбор, да. Можно, конечно, и в середину поставить, но вот по локациям довольно хорошая, плюс удобно в аэропорт уже будет добраться, либо Somerset тоже можно наконец. Ну что, напоминаем, обязательно пишите комментарии, поставьте лайк прямо сейчас, а вот еще QR-код, скачайте приложение и бронируйте отели через него. Также авиабилеты и экскурсия. Тем самым вы помогаете нашему каналу развиваться, бронировать нам больше отелей. Напишите в комментариях, какой отель
хотите, чтобы мы посетили, у нас дальше план здесь, в Таиланде пока, затем Малайзия, Сингапур и обратно летим во Вьетнам. Поэтому выбирайте отели. У нас агенты есть, которые путешествуют по разным странам. Мы ждем новые видео отелей из Египта. План есть. Если вы туда планируете ехать, обязательно заполняйте анкетку и становитесь нашим агентом. Видео из Японии. Да, Токио, Осака и еще 3 город. Так что планов очень много. Мы расширяем нашу базу агентов, так что становитесь. Заполняйте анкетку, пишите, в какие отели вы планируете ехать. Мы вам покажем, как красиво видео снять и прислать нам для того, чтобы мы его опубликовали на нашем канале. Пора прощаться. Да, мы пошли дальше. У нас сегодня тут последний день санкрана. Мы пошли обливаться. Пока рано утром еще все спят, мы тут сухие. Через несколько часов все проснутся, и сухого места просто не останется. Все будем мокры. Ну что, до скорых встреч в следующей локации. Пока-пока. Пока.